Кстати, к тебе вопрос. Ты хочешь, чтобы продали Манчестер Юнайтед? Да. Я не болельщик ни Ливерпуля, ни Манчестер Юнайтед, ни любой другой команды. Манчестер Юнайтед остается в топ-4? Придешь в майке Манчестер? Я сказал, да, приду. И с тех пор даже существует мем, что я хейтер Манчестер Юнайтед. Мне кажется, уже нужно ввести запрет на упоминание Роналду. Уход Канцело в Баварию никак не повлиял на игру Сити. Прикинь, будет сейчас 1/4, приезжает на Этихад снова Канцело, я ушел в Баварию, чтобы играть, и не выходит. Я как раз скорее сторонник ВАР, мне нравится ВАР. Анчелотти будет в сборной Бразилии. Всем привет, вы на канале Google. Сегодня записываем подкаст с Гришей Теленгатором. Гриша, привет. Всем привет. Гриша, давай сразу начнем с интересных тем, особенно интересующих болельщиков Манчестер Юнайтед. Ты вот недавно приходил в футболке Ливерпуля, я видел, вот, и некоторые мои коллеги видели. В общем, что ты скажешь о работе Тен Хага сейчас, после того, как им дали оплеуху хорошую, у них не так уж все круто с результатом. Потом плюс еще хотел добавить вот матч, который был с Реал Бетисом, вот я его вообще плотно смотрел, и как болельщик хочу сказать, что не было какого-то уверенной какой-то победы. Вот. Что ты скажешь по поводу Тен Хага уже вот в этой второй половине чемпионата части? Ну, слушай, по-моему, про него можно говорить примерно то же самое, что и по первой части чемпионата, что он молодец. Вообще, касательно того, что я пришел в майке Ливерпуля, я уже объяснял, но просто еще раз уточню, что если я не болельщик ни Ливерпуля, ни Манчестер Юнайтед, ни любой другой команды, могу прийти в майке Манчестера, Челси, Ливерпуля, кого угодно. Мне даже кто-то спросил, типа, если Манчестер Юнайтед сделает требл, соответственно, выиграет и второй Кубок Англии, и Лигу Европы возьмет, придешь в майке Манчестера? Я сказал, да, приду, обещаю, типа. Поэтому, да, тут такое. Касательно Тен Хага, не знаю, у меня вообще никаких сомнений. Так говоришь, как будто должны были появиться сомнения, что победили, но не до конца вот суперски победили. Не знаю, мне очень нравится работа Тен Хага, мне нравится то, что он делает, мне нравится, как он разбирается с составом, начиная, прости господи, от Роналду. Я не знаю, мне кажется, уже нужно ввести запрет на упоминание Роналду, слишком много этого. Но, тем не менее, не знаю, у тебя есть сомнения, что в его работе ты так поставил вопрос, что... Да, есть сомнения в его работе, потому что, ну, например, я привык все равно уже к тому, что Манчестер Юнайтед, ну, как бы психологически сейчас стал более стабильный, более уверенный. И когда даже не были моменты, когда плохо шло начало, первые таймы очень часто бывают не очень качественными, а вот во втором тайме они начинают дожимать свою игру, навязывать. Был вот, например, матч тугой с Ньюкаслом, и, ну, очень все как-то плачевно в первом тайме смотрелось, но потихоньку... Да, первые 30 минут Ньюкасл был лучше, да. Да, ну, то есть, вот, я в таком, то есть, а тут Ливерпуль просто наказал, а после перерыва команда, ну, не подняла голову даже, то есть, еще хуже стала играть. Вот я ждал после перерыва, ну, то есть, это был эксцесс или это не первая такая будет, то есть, Ливерпуль просто показал на ошибки МЮ, или это какая-то тенденция, вот это понять не могу, потому что это сильная команда, Ливерпуль просто взял точно, как надо, наказал, а там Шоу перестал бегать, я вот сколько раз смотрел, когда он просто, ну, вот так разворачивается, Салах пробегает, раньше, по крайней мере, я такого не видел, в плане психологии, может, что-то поменялось, хотя после перерыва я ждал хотя бы чего-то другого, но не такого провала. Ну, смотри, здесь, во-первых, мы же когда говорим, оцениваем Тен Хага, мы берем его, сколько там, 30, я не помню, сколько матчей, там, 40, наверное, да, я не знаю, сколько он же в этом сезоне провел. Если судить по одному матчу с Ливерпулем, конечно, беда, ужас, просто по-другому не скажешь, но если мы берем всю дистанцию, ну, я не знаю, какие вопросы к Тен Хагу. Супер банальная вещь, что лучше, типа, один раз проиграть 7-0, чем 7 раз по 1-0, это тоже так, но здесь просто... Нельзя оставить этот результат и выкинуть все, что было до этого. Нужно учитывать, каким составом он играет. Ты просто их перечислил еще так, что они уверены в себе, как будто это минус. Само собой, это не минус, это в целом обычно уверены в себе, но как бы 1 из 10 разов не дожали, а рассыпались. Ну, бывает, все команды рассыпаются. Не бывает такого, что все команды весь сезон только выигрывают. Поэтому, не знаю, нужно же учитывать состав, который у него, что у него есть проблемы, он вообще как будто проблем не замечает. То есть те проблемы, которые у него были, я уже просто об этом говорил, я повторюсь, что кто выбыл в нападении по разным причинам. Антони травмирован, Марсиаль травмирован,
Антони как раз другой жив. Потом, соответственно, Гринвуд понятно, Роналду понятно. То есть атака потеряла очень много. А взяли Векхорста. Я небольшой поклонник таланта Векхорста. Мне удивительно его видеть, причем где бы он ни вышел. В нападении, где, окей, он прессингует, но не забивает. И очень забавно было, конечно, видеть его радость, когда он все-таки забил. Это феноменально. Это да. Что на позиции нападающего, что на позиции, тем более, опорника под нападающими, десятки. Я не знаю, что это было в голове Тен Хага, и не было, может быть, есть. Он периодически возвращается к этой системе, где Бруно Фернандеш не десятка. Для меня это каждый раз шок. Ну, как бы, окей, ему виднее, безусловно. Просто мне, как бы, не совсем понятно. Это нормально, что мне непонятно. Мне много чего непонятно. У меня нет такого... Как бы, если бы я был такой же умный, как футбольный тренер, я бы шел тренировать, а не был журналистом. С моей колокольни это было странно. В общем, и при всех манипуляциях Тен Хага, при всех... проблемы с составом, знаешь, мне всегда все объясняют, они есть у всех. Просто Тен Хаг со своими проблемами справляется лучше. Команда была на 6-м месте, идет на 3-м месте. Команда взяла 1 кубок и еще в 2 турнирах продолжает. Поэтому ссылаться каждый раз на матч, который... еще к проблеме, вот мы говорим про этот период, Казимира, который типа супер ключевой игрок, супер ключевой, уже говорят, что это чуть ли не главный трансфер, даже круче Холланда. Так вот, Казимира последние месяцы, ты видел, что с ним было, да? Да. Удаление, 3 матча дисквалификации, потом 7-0, Саутгемптон, сейчас 4 матча дисквалификации, даже не 4, там первый матч, он удалился, и потом еще 4 матча дисквалификации. То есть даже это удаление, это уже на 5 матчей влияет. Поэтому при всех просто сложностях и составом, они у него тоже есть. Просто другие клубы на это больше жалуются, и, может быть, у Челси и Ливерпуля действительно больше сложностей с составом, но в Манчестере они есть, в Манчестере с ними справляются лучше, и глобально пока меня никто не смог убедить, что к Тен Хагу нужно предъявлять претензии. То есть какие-то локальные, да, и за 7-0 само собой, но глобально нет. Давай тогда перейдем к Арсеналу, который уже многие говорят, что в 1 шаге, в 5 шагах там, к чемпионству. Вылет с Лиги Европы полезно для Арсенала будет? То есть облегчит им задачу победы в чемпионате в АПЛ? Смотри, во-первых, я не считаю, что Арсенал так уж близок, потому что есть очень крутая игра у Арсенала, это реально факт железный. И есть отрыв в 8 очков, но по потерянным в 5. Создает это какую-то иллюзию, прям что все. Есть ответный матч на Этихаде, есть то, что там разница мячей может иметь значение, она, видимо, будет в пользу Манчестер Сити. Я не из тех людей, кто считает, что Арсенал явный фаворит. Может быть, он фаворит, наверное, да, но далеко не явный. Вылет от Спортинга мне казался неудачей. Мне казалось, что я не понимал разговоры, сейчас это поможет, избавились еще от одного турнира, Сити в 3 турнирах сейчас участвует, Арсенал только в 1 будет, это здорово, полезно для чемпионской гонки. На дистанции, по идее, да, действительно, чем свежее футболисты для АПЛ, и то, как футболисты говорят, там, главное здоровье, у них вообще они живут этим турниром, и по интервью Сака это там недавно особенно было видно, когда он говорил о сборной, что надо поехать в сборную, главное не получить травму, то есть не то, чтобы сборная победила, главное не получить травму, вернуться в Арсенал. И на длительную перспективу, да, конечно, это здорово, что они вылетели но мне казалось, что именно на этой неделе, в этом моменте, это им пойдет в большой минус, потому что, во-первых, провели 120 минут, потом еще пенальти били, во-вторых, в целом ментально неприятный результат, вылет сам по себе неприятный, там мы по заменам, по игре, по лицам игроков мы видели, что они хотели победить, это мы, болельщики, можем часто говорить, что да, они хотели вылететь, никто не хотел вылететь, конечно, они не хотели вылететь, они вылетели, они остались недовольны, они остались уставшими, и я думал, что в последнем туре перед паузой у них будут проблемы, потому что они на фоне усталости, на фоне ментального... У них же очень важно, что они на кураже прут. У них такая игра очень куражная. Для меня это самое главное слово относительно Арсенала. И я думал, что после неудачи со Спортингом на кураж это может повлиять, на уверенность в себе это может повлиять. И тут я увидел этот матч с Кристал Пэлас. Боже мой, это фантастический матч Арсенала. Они уже в первом тайме, они делали, что хотели, они летали по полю. Здесь, конечно, очень тяжело, да, понять, что это настолько ужасен Кристал Пэлас или настолько хороший Арсенал, но в целом это создавало картину, что прям Арсенал в порядке, Арсенал достойно отреагировал, Арсенал без каких-либо минимальных шансов, да, там была, Заha попал в штангу в какой-то момент, но если мы говорим глобально, это был единственный момент в первом тайме, по-моему, Кристал Пэлас. Но если мы говорим глобально по игре, просто смял Кристал Пэлас дерби, 9-я победа в дерби, рекорд и так далее, и так далее.
Хорошо, давай еще какие-то проблемные места. Ты можешь вообще назвать проблемные конкретные места у Арсенала? Вот они же несколько матчей, по-моему, честно не помню, с кем они там, Бормутом или с кем, они вытаскивали прямо в концовке матча. Вот что, есть Астон Вилла их какие-то... после удара Жоржиньо, да, когда Да-да-да-да-да. Элли Мартинес рикошетом от перекладины, по-моему, или что? Перекладина, по-моему. Да-да-да. Вот проблемные места. Не знаю, я думал, что поражение, одно вот поражение потеряешь, и дальше могут начаться новые поражения. Но как бы, может быть, это касается чемпионата, не знаю. Понятно, что есть в составе ключевые игроки. Для меня это, наверное, в первую очередь партия, но они, опять же, там есть небольшие повреждения у партии, они несколько раз выходили без него в стартовом составе и добивались результата. Поэтому понятно, что слабые места есть, но они далеко не такие явные. То есть, в принципе, с покупкой Жоржиньо понятно, что Жоржиньо дает немножко другие качества, и для меня более понятна была бы связка, наверное, партия Жоржиньо, а не Джака Жоржиньо. Хотя Джака проводит лучший сезон вообще в своей карьере, он просто фантастический. Если раньше ему приходилось возвращаться куда-то на левый фланг обороны, то теперь он постоянно заходит в штрафную и делает это классно, и он даже забивает только что. Это просто фантастика. Есть какая-то вариативность в центре поля. В атаке, понятно, есть, окей, там, Веера, может быть, это небольшой даунгрейд, но то, как вошел Тросар и там, вообще все трансферы Арсенала, не все, в целом трансферную политику Арсенала очень хочется хвалить, поскольку есть средства на Мудрика, они готовы платить там за него 80, но в результате, окей, не получилось, не хочешь, окей, мы возьмем Тросара. И Тросар так играет. Тросар уже великолепный игрок, и ты понимаешь, сейчас еще возвращается Жезус, и Тросар, вот даже я не понимаю, Жезус будет нападающим или Тросара вот этой ложной девяткой. Тросара хочется ставить. Мартинелли снова очень хорошо играет, хотя еще недавно казалось, что вот в этой тройке атакующих полузащитников все-таки Эдегор и Сака два главных, а Мартинелли тоже очень хороший. А сейчас уже смотришь, Мартинелли снова хороший, и Тросара хочется, и Жезус вернулся. То есть в порядке все. У них реально все в порядке стало с атакой. Да, окей, в обороне у них выбыли два защитника. Томиясу, наверное, первый запасной, можно так сказать. Ну, окей, Тирни тоже где-то, но они просто разные фланги. Но Томиясу, наверное, больше два фланга мог закрыть. Важнее, конечно, Салиба, потому что для меня он даже первый центральный защитник, а не Габриэл Магаляеш. Я думаю, что холдинг Кристал Пэлас окей. Насколько холдинг будет окей в матче на Этихаде, вот здесь вот, конечно, есть сомнения, посмотрим. Просто здесь ничего не гарантировано. Может быть и окей, а может быть и не окей. Может быть он даже намного хуже, но по факту окажется, что все равно будет нормально. Или, может быть, наоборот, и с Салибой было бы плохо. То есть тяжело здесь прогнозировать. Понятно, что... Я бы, кстати, не сказал, что прям вот состав прям проблема. Как бы если начнут выпадать точечно партии и там Рамсдейл, там, не знаю, Сака, Эдегор, наверное, да, это будут проблемами, но в целом так про каждую команду можно сказать. Если у Сити выпадет Эрлинг Холланд, то это будет еще больше проблем, потому что он менее заменим сейчас для Сити. Когда говорят, что Сити, у них два состава, и это уже какие-то просто отголоски прошлого. Сейчас уже нет, по крайней мере, в полузащиту. Ты смотришь, у них сейчас уйдет Бернарду Силва, по всей видимости, и ты просто понимаешь, что Гюндаган, Де Брюйне и Родри, вот она, тройка. Все остальное намного хуже, потому что Калвин Филлипс и Колин Палмер это все-таки тоже намного другой уровень. Да. Окей, там с центральными защитниками у них там и на 2, и на 3 состава, да, потому что они иной раз с 4 центральными защитниками по факту начинают матч, но, в общем, я не вижу у Арсенала явной проблемы. Такой вот какого-то явного слабого места, на которое давить, нет. Мы по прошлому сезону помним, что Арсенал может даже переигрывать Сити. Ну, то есть это не то, что всегда, и он заведомо сильнее. Я думаю, что, наверное, далеко не факт, что будет Сити. Я думаю, Сити будет как-то сильнее по игре на Этихаде, хотя это еще ничего не гарантирует по результату. Неважно. Мы знаем, что Арсенал способен на многое, и для меня каких-то явных слабых мест нету. Но просто нужно понимать, что 5 очков, матч, я считаю за 5, извините, скорее всего, в 5. Матч на Этихаде, скорее всего, оступаться будут и те, и другие. И здесь, действительно, вот эти вот уже маленькие детальки будут решать, кто выпадет, кто не выпадет.
если кому-то от штанги залетит в ворота. Это же реально смешно было, когда вот сейчас в матче с Кристал Пэлас мяч попал в штангу и ударился там не в спину Рамсдейлу и зашел в ворота, а ударился ему в ногу, хотя он был в створе ворот, он упал в створе ворот, он ударился ему в ногу и за штангу не в ворота мяч откатился, поскольку как бы там от ноги он по диагонали, то есть всегда, когда ударяется в спину, как бы обратно, перпендикулярно, примерно в ворота заходит, а тут в сторону зашло. И вспоминая гол Жоржиньо, Астон Вилле, когда наоборот от перекладины, от спины Мартинеса, да, и причем он в воздухе еще находился, там еще в нескольких проекциях, то есть когда бил за там все было как бы по земле вроде катилось, а там было в нескольких проекциях, то есть он в воздухе еще, по-моему, ударилось в голову, по-моему, или в спину. В общем, вот от таких, в том числе везения, вот как с Ливерпулем было, когда там мяч у них в очном матче не зашел, на сколько там, 11 сантиметров или что-то такое? Да. Вот, может быть, здесь будет что-то такое же. Ну вот ты Сити немножко затронул. Скажи, уход Канцело в Баварию никак не повлиял на игру Сити? Ну, то есть Гвардиола легко нашел решение проблемы Канцело. Не знаю, для меня это удивительно, как удивительно, потому что понятно, для меня просто Жоао Канцело очень-очень сильный игрок. Для меня удивительно, что он сейчас в Баварии не играет каждый матч. Окей, я мало смотрю Баварию, честно, но для меня это вообще для меня чуть ли не один из главных трансферов этой зимы, потому что, окей, там говорят про Жоржиньо, говорят про кого-то, для меня переход Канцело, даже несмотря на то, что это аренда пока что, я не знаю, может быть, он вернется, может быть, он, если у него разногласия с Гвардиолой, то, Гвардиола же вроде не уходит летом, поэтому, наверное, не вернется, наверное, он останется в Баварии, хотя если он уходил в Баварию, то он уходил играть, а в Баварии он не играет, и это просто очень смешно. Прикинь, будет сейчас 1/4, приезжает на Этихад снова Канцело, я ушел в Баварию, чтобы играть, и не выходит. Но это забавно. Мне это удивительно, но это могло быть забавно. Я думаю, что он будет просить буквально тренера, чтобы его выпустили, чтобы он доказал. И он классный игрок. Он, в принципе, когда играл в Баварии, начал выходить, он там отдавал голевые, по-моему, даже не отдал. Да, 2 голевых за 3 матча, по-моему, отдал сразу. Да, и для меня это ослабление Сити. Это ослабление Сити. Я понимаю, что у них там своя философия, у них там теперь еще больше там Льюис, Уокер, там все они ходят, все они смещаются в центр, в опорника, при билдапе, как Зинченко сейчас это делает в Арсенале, хотя он раньше это делал в Сити еще. Главное, несмотря на то, что это потеря, Сити это не сказывается. Сити идет нормальным, понятным темпом набирает. Есть выстроенная игра и без Канцело, они хорошо достаточно выглядят. По игре, по моментам они могут владеть мячом, чтобы сушить игру, они могут владеть мячом, чтобы просто уничтожать и разрывать соперника. И где-то редко, сейчас это почему-то говорят, как будто они это делают постоянно, но они на самом деле это делают редко, они могут даже отдать мяч. Но это реально редко, насколько я слежу, я каждый матч Сити смотрю, вообще все матчи английских топ-клубов смотрю, они это очень редко делают. Вот, поэтому... Я думаю, что Сити тоже в порядке. Тут такой момент, что придраться тяжело к чему-то. Вот как к Сити придираться? Они в целом в порядке. Обычно ругаются за то, что Гвардиола перемудрил, но почему-то все об этом говорят только когда Гвардиола перемудрил и проиграли. А когда Гвардиола перемудрил и выиграли, это почему-то не замечают. По мне, Сити почти такой же фаворит, как и Арсенал. Более-менее такой же. Ну и последний вопрос по АПЛ хотел бы узнать. Вообще, как ты видишь себе топ-4? Ну, понятно, про Арсенал с Ман-Сити это уже понятно. Манчестер Юнайтед остается в топ-4? Да, топ-4, да. Просто при всех, знаешь, ты расписываешь так проблемы Манчестера, как будто они более значительные, чем у Ньюкасла, который просто им просто установка сыграть на ничью. Видимо, им тренер в раздевалке говорит: парни, что угодно, но нужна ничья, никакой другой результат. Очень часто играли в ничью в этом чемпионате, я уже смотрел какой-то раз, уже просто смеялся. Понятно, что у Ливерпуля есть сложности, просто там футболисты не те. То есть не те, что были раньше. Салах не тот, Фабиньо не тот, и далее, все не то, они проигрывают, у них нет их прессинга, они не возвращают мяч, и у них, все ругают Дарвина Нунеса, но он не так плохо еще. Супер фантастическая команда, которая от Сити на очко отстала. Играла в финале Лиги Чемпионов и 2 кубка выиграла. И это не вспышка, они на протяжении долгого периода были примерно наравне с Сити. Долгое время. И плохо сейчас. И тогда еще, сколько там,
2-3 сезона назад это можно было объяснить нереальным количеством травм, когда в защите был Кабак и просто там, я не знаю, кого только не было, и какие-то юнцы. Ну, сейчас это еще тяжелее. Все-таки сейчас, какой бы там Ван Дейк не был сдавшим, все-таки есть там Канате, есть Матип, но то, что там просто они играют хуже. Вот, есть проблемы. Про Тоттенхэм я даже не знаю, нужно ли говорить, потому что Конте включил режим самоуничтожения. На момент записи нашего подкаста он еще не уволен, но человек делает все, чтобы уйти побыстрее. Не в конце лета, как само собой он уйдет в конце лета, а может быть даже еще быстрее. Тяжело найти будет ему, наверное, контакт с игроками, хотя там, я не знаю, может быть, некоторые будут считать, что Конте прав, но в целом, мне кажется, он потерял в значительной степени часть игроков, раздевалку, потерял доверие руководства, и как ему вообще в тренировках там, с футболистами, кажется, сложнее будет контактировать после его слов. Он сорвался, я считаю, он был неправ, я видел миллиард комментариев, что он сказал правду, вы не понимаете. В моем мире это недопустимо такие слова говорить про одновременно, то есть даже клянчить трансферы для него это, ну, это нормально, в принципе. Ну, может быть, это где-то тоже не корпоративно, но как бы тем более для Конте это нормально. Он эмоциональный, он требовательный, и все мы знаем, что у Конте вот такой характер. Токсичный, наверное, да, здесь могут быть и свои плюсы, и свои минусы. Но когда он наезжает одновременно и на руководство, и на игроков, и то, что себя хочет показать в белом, что у него ошибок не было, что у него трансферов не было. У него не такие, нельзя сказать, что ему трансферов не давали. То есть там вопрос, наверное, в том, кого он хотел, наверное, там Перишича, Бетанкур он хотел, они хорошие игроки. Наверное, там Спенса не хотел, поэтому он и вообще не играет. Ришарлисон мы видим, что... И, кстати, когда Ришарлисона критиковали за то, что вот он вынес внутряк, это плохо. И я даже, кстати, здесь защищал, потому что немножко с точки зрения болельщика говорил, потому что мне интересно понимать, как ему вообще относится к тому, что он не играет. И это еще одно, когда игрок выносит это из команды, а тренер, он наоборот отвечает за атмосферу в команде, он модератор этой атмосферы в команде. И когда он это выносит, это еще намного хуже, чем когда игроки это выносят. Поэтому посыл «Конте же сказал правду» я не разделяю. Мне кажется, тренер не мог такое говорить, поскольку это режим самоуничтожения, в моем понимании. Поэтому Тоттенхэм мне еще сложнее представить в четверке. Наверное, не из топ-6, все-таки там ни Брайтон, ни тем более там остальные нет. Поэтому Ливерпуль, Ньюкасл, наверное, главный претендент на четвертую строчку. Первые три, я думаю, кто есть, они останутся. Не знаю, мне кажется, Ливерпуль или Ньюкасл сложно, но я думаю, что вот одна из этих двух команд. Ну вот сейчас Исак вернулся, выздоровел, и пару матчей, по-моему, хороших выдал, там как раз результат дал до победы, они дожали, последние игры, вот 2-1, по-моему, выиграли, кого, не помню, честно. Да, видишь, что-то начинает снова получаться, но темп уже не тот, мне кажется, уверенность не та, Альмирон не тот, потому что Альмирон какой-то период, там, по-моему, где-то на стыке того года и этого. Я не помню момент, но, в общем, там был момент, можно посмотреть по статистике, когда Альмирон был в лютом огне. Да. Опять же, Сен-Максимен немножко уже не тот. Сен-Максимен был очень хороший в начале сезона. Я помню матч с Сити, я не помню, какой это тур примерно, третий тур, и они сыграли 3-3. 3-3, да. Да, они просто разносили, я помню, Манчестер Сити, это был лучший футболист в команде. Джоэлинтон там в целом в порядке, еще кто-то в порядке. Там в защите, то есть у них есть там свои плюсы, свои минусы, но просто результата нет, игра где-то может показаться немножко скучноватой, и даже удивительно, как с такой командой, с хорошим Альмироном, с Исаком, там самое дорогое приобретение, и в принципе это реально сильный игрок. Да, переплатили, но Исак это реально крутой игрок, мне еще и само собой до Ньюкасла нравился. С Максименом, с остальными игроками, почему это настолько низовая команда, что они мало пропускают и мало забивают, чуть-чуть удивительно. Мне вообще перед сезоном казалось, что у них больше крен в атаку, чем в оборону. Трипьер, опять же, его нельзя забывать, очень хороший, да. И именно, кстати, в атаке едва ли даже не более полезный, да, как человек, исполняющий стандарты тоже. Стандарты, да. Поэтому, не знаю, для меня Ньюкасл наиболее непонятно в этом плане команда, чего ожидать, потому что потенциал есть, по очкам они, по-моему, сейчас по потерянным, они вообще лидируют вот в этой гонке за 4 место, поэтому у них есть ресурсы, и у них нет такого кризиса проблем. Но мы понимаем, что потенциал Ливерпуля, что, если взять в вакууме команду, Ливерпуль более сильная команда.
более, мне казалось, по крайней мере, сыгранная команда, сейчас уже так не уверен, более состоявшаяся команда. И это очень важно на заключительных стадиях чемпионата, когда у них уже есть опыт борьбы за что-то самое большое, за Лигу чемпионов, не просто за место в Лиге чемпионов, когда у них уже есть такой опыт, очень важно, чтобы команда не сыпалась, чтобы ножки не задрожали. Не знаю, как это будет у Ньюкасла, просто впервые видим вот сейчас Ньюкасл, окей, спустя десятки лет или сколько там, Ньюкасл вот на таких позициях, что он такое может... Ну, опять же, это другие футболисты, они не были в этой команде на таких ролях. Посмотрим, как оно будет. В принципе, вот сейчас даже хочется сказать, дать себе какой-нибудь смелый прогноз и плевать, сбудется, не будет Ливерпуль или Ньюкасл, но реально тяжело. Вот в моей голове примерно 50 на 50. Хорошо. Давай перейдем к Испании. Мне только, само собой, интересует Реал Барселона. Твое мнение вообще, почему у Реал Мадрида, а именно у Анчелотти, скорее всего, такая проблема победить Барселону? То есть я полностью смотрел матч первого круга, но там я отрезками Барселона играла. Да, у них тоже много было проблем, потому что из-за травмы Кристенсен выбыл, Араухо был травмирован. До чемпионата мира как раз-таки Вальверде был в какой-то невероятной форме. Что не так сейчас? Реал вроде вот спокойно, Ливерпуль прошел даже, не напрягаясь. И вроде в чемпионате не так сильно, не было таких отступаний, каких-то и Винисиус был в порядке. Что можешь сказать, как Барселона постоянно так легко обыгрывает? Нелегко, но обыгрывает. Да, сейчас у них сколько там, плюс 12 очков, по-моему, Барса. Да, около того, да, точно. Я просто, в моей голове, это сейчас прозвучит на фоне плюс 12 и парадоксально, это равные команды. Это просто, где-то так складывается, что Барселона вылетела уже в Лиге Европы, а Реал продолжает в Лиге Чемпионов. При этом парадоксально, что впереди Барселона плюс 12 очков. То есть непонятно, кто сильнее, потому что в Еврокубках невероятно сильнее Реал, чем Барселона, а в чемпионате наоборот. Моя теория заключается в том, что на самом деле это сейчас в этом сезоне две абсолютно равные команды. И даже если взять вот этот последний очный матч, простите, там просто миллиметровый офсайд-даун был, я не согласен с Анчелотти, что какого черта там ВАР что-то там... Нормально, ВАР все делает, я как раз скорее сторонник ВАР, мне нравится ВАР, и то, что там был маленький, офсайд, но он был. Друзья, простите, но такие правила. И при этом... Барселоне повезло, что эти там 5 сантиметров были. Они легко могли и не быть. Не за счет этих 5 сантиметров забили в результате. Да? Они не дали того преимущества. По правилам гол отменили, все верно. Но не из-за этого такого преимущества там забили. Поэтому легко могло сложиться иначе. И то, что закончилось 2-1, там очень легко могло быть 1-2. Прям вообще легко. И тогда это уже не 12 очков, а 6. И, в принципе, в целом, вот из-за таких небольших деталей оно и происходит. В целом, в моем понимании, команды супер разные, понятно, это банальность, но они по своей силе, по своему ресурсу равны. Как ты относишься к слуху, что Анчелотти возглавит летом уже, по-моему, сборную Бразилии? Да, я видел этот комментарий Эдерсона, который сказал, что я общался с Винисиусом, Милитао, Казимира, по-моему. Казимира? Да, Казимира, по-моему, это был, да. Да, в общем, сейчас открою. Казимира, Винисиус, Милитао. Эдерсон говорит, говорит после Даджи, большая... Я общался с футболистами, наверное, он не просто так это говорит. Он знает точно, что Анчелотти придет. Просто он не может он этого сказать, что Анчелотти придет. Эта фраза, что он придет, должна прийти не от него. Должно быть официальное заявление там Реала, сборной Бразилии, наверное, Реала скорее, чем сборной Бразилии сначала. Не суть, нужно закончить сезон, тогда это можно все будет объявлять. Некрасиво, что там футболисты уже все это будет официально, уже другое отношение будет немножко к тренеру и так далее, поэтому пока не объявляют. Я думаю, что там уже все договоренности есть. Есть инсайды были, что, в принципе, так оно и есть, еще до слов Эдерсона, что Анчелотти возглавляет. То есть все маркеры указывают на то, что это не слухи. Я просто не люблю, когда говорят слухи там, где факты. То, что, допустим, Эдерсон сказал, что большая вероятность, это факт. Там, условно, то, что есть там инсайдеры, у которых огромный процент того, что сбывается, для меня это даже тоже ближе к факту, чем
к слухам, поскольку, ну, здесь надо очень ранжировать, потому что есть очень крутые инсайдеры с 99% попаданий, как Фабрицио Романо, а есть там The Sun, который просто, ну, лучше даже не произносить, не упоминать, просто забыть эти слова, и даже вот то, что я сейчас сказал, это плохо, вообще никогда не упоминать. То есть очень нужно по-разному их фильтровать, но то, к чему идет, все, я думаю, что да, Анчелотти будет в сборной Бразилии. Для него как бы понятно, что он будет там играть теперь не 40 матчей, не 50 за сезон, а 10. И, ну, окей, Анчелотти как бы человек, который уже всем все как только можно доказал. Вопросов к нему просто, я считаю, быть не может. Для сборной Бразилии мне очень нравился Тита. Я огромный поклонник Тита, хоть он и не выиграл за сколько там, за 6 лет, да, или сколько там, не выиграл чемпионат мира, то, что от него требовалось, но там своим подходом, просто я там часто бывал на там, пресс-конференциях там, российских тренеров, которые там на любой вопрос там никогда в жизни тебе ничего не ответят. А здесь он будет тебе 20 минут объяснять, почему связка в опорной зоне Казимира-Фред отличается от там, другой какой-нибудь связки, отвечать на все вопросы. Очень, прям, он очень открытый, об этом говорят футболисты, что он очень четко доносит мысль, он все объясняет, он не держится на дистанции, но при этом держит дисциплину. Там, я знаю, что его футболисты любят, ну, из того, что мне рассказывали бразильские журналисты, которые крайне близки к сборной и с ней сотрудничают. Ну, как бы не сотрудничают, а освещают жизнь сборной Бразилии. В общем, симпатии как-то к нему и личные, и, ну, игровой, наверное, к нему действительно есть вопросы по результатам. Вот, поэтому мне немножко жаль, но как бы у Бразилии есть супер, как бы, главная цель. Наверное, ни у одной из сборной мира нету настолько желания стать чемпионом мира. Для них эта идея фикс. Как у нас там в России, там главный вид спорта – футбол в России. Но в Бразилии тоже главный вид спорта – футбол, но это абсолютно другое отношение. Просто вот, абсолютно разный уровень. Я когда был в Бразилии, там реально вот бабулька ехала с радиоприемником, вот так слушала матч сборной Бразилии, кто как играет. И у них там миллион людей, там комментаторов, не комментаторов, у них комментаторы делятся на тех, кто как бы ведет мяч, и на эксперта. У них очень жесткое разделение. И она слышала вот этот нарадор, который именно вот прям ведет мяч, она прям слушала, и было важно, и ты не можешь, я не могу себе представить в автобусе московском такое, вот в автобусе Рио-де-Жанейро было вот так, там такое постоянно. Я думаю, что для них это важно, и Анчелотти, они заполучили ту фигуру, как бы ни один тренер не гарантирует победу в чемпионате мира, мы понимаем, но как бы они получили ту фигуру, которую, ну как бы, ну кто как не он, ну понятно, что с ним должно быть достаточно много шансов, наверное, потенциально. Плюс он знает там игроков сборной Бразилии, со многими работал лично. Кстати, в Эвертоне он еще с Ришарлисоном, получается, работал. Ну, там много с кем он пересекался за свою карьеру, понятно. Ну, Гриша, большое спасибо тебе за этот подкаст. Очень отлично поговорили. Мне особенно понравилось про то, что ты Манчестер Юнайтед немножко даже похвалил. Слушай, ну надо было послушать, что я говорил там 3-4 года назад, когда был Сульшер. Я топил Манчестер Юнайтед, и с тех пор даже существует мем, что я хейтер Манчестер Юнайтед. Но как бы если тогда было ужасно, особенно при позднем Сульшере было ужасно, если команда не попадает в Лигу Чемпионов, ну, конечно, я буду ее критиковать. И вот этого замечательного консультанта Локомотива и так далее. Ну, конечно, там очень много было критики. Но сейчас, в тот момент, я не знаю, сейчас, наверное, надо постучать по дереву или еще что-то, что Манчестер Юнайтед скорее нравится. Он там не чемпион, он не будет чемпионом Англии в этом году, но прогресс очевиден, и тут как бы не нужно быть экспертом или не нужно смотреть все матчи, чтобы понимать, что, ну, прогресс очевидно есть. Если возьмут Кейна или Асимхина вместо Веххорста, ну, эта команда сможет за очень-очень-очень многое бороться, если вдруг это случится. Кстати, к тебе вопрос. Ты хочешь, чтобы продали Манчестер Юнайтед? Да. Ну, в принципе, наверное, глупый вопрос, потому что сколько хейтит владельцев Манчестер Юнайтед, фанаты там не хейтят никого, но тоже, знаешь, такое ощущение неизвестности какое-то, а что будет, а как будет. Но, с другой стороны, Ньюкасл там нормально прибавил, и Ньюкасл Челси там не то, что прям люто переплачивает и ведет себя как-то ненормально. Но Ньюкасл, видишь, он первым делом захантил Эшворта из Брайтона, который брат директора Спартака, вот его брат Пол Эшворт. Он, соответственно, Пол Эшворт, соответственно, в Спартаке, а его брат, соответственно, из Брайтона директор перешел, он руководил футбольной федерацией Англии, он знает, как выстраиваются все процессы, поэтому, когда шейхи пришли в Ньюкасл, они поставили директора, они не поставили там себя, шейха, который рулит трансферами, да, они не как Боули
я отвечаю за трансферный комитет, я председатель совета, я владелец, я еду в Барселону на переговоры, я же великий переговорщик по трансферам, да, как бы если вот этого все не будет, если пойдет вариант Ньюкасла больше, чем вариант Челси, то, конечно, это будет только в плюс. Ну, спасибо тебе еще Как-то раз за так. подкаст. Всем пока. Всем пока, спасибо, что позвал.